say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Друзья, всем огромный привет на ютубе, на рутубе, на ВК. Всех поздравляю с обновлением. Классная обнова, что там говорить. Грязь и жесть. Ну или грязь и металл, если точнее, да? Вот. Как котята-то попались? Кому попались? Вот моему основному персонажу вот что дали. Да, конечно. Подарок дали, а вот этого дополнительного на почте, я не знаю, что это такое было, ребят. Кто получил, радуйтесь и первому уровню. Мне вообще никакого не дали. Да. Бравирк, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за первый донат на стриме. Доброго вечера. Начнем месить грязь. Очень классное обновление. Ну, естественно, всегда найдутся диванные аналитики, да, которым там что-то там... Все им что-то там не нравится. Обнова вообще шикарная. Реально. Почему? Я вот на завтра уже снял ролик. Это капец. Очень непросто зачистить эту локацию. Как я и говорил, ребят. То же самое, что с чопером было. То же самое. То есть вначале обкатываем в ивенте. Один раз. Может потом еще раз будет грязь и металл 2, да. А потом уже выходят болота с постоянными локациями. Что-то типа того. То есть мы с вами как тестировщики, да, получаемся. Вот, и еще огромное спасибо Спайку. Спайк, огромное тебе спасибо за поддержку, за донат. Он так поздно-поздно прям пришел, да, вчера. Поехали! Наконец-то, ребят, я за своего персонажа поиграю. Кто ждет, значит, сурвивалку, она достигла уже точно такой же величины. Без всяких крутостей. Поэтому, да, геймплей у нее один в один вообще. Поэтому вот. А завтра будет сурвивалка наша бездонатная в видосике и послезавтра. Но за моего персонажа теперь тоже будем играть. Почему? Потому что события обновления я тоже хочу за себя побегать. Вот. А не только за это чудище. А мы что сейчас поделаем? Мы все поделаем. Ребят, делитесь своими комментариями, кто уже наиграл много. У кого провиант есть, мне кажется, прошли события. Че, серьезно? Вот только вышло и не прошли, да? Ее 5 раз можно перезагрузить, эту локацию, вы представляете? Это что такое? Кто уже хорошо ее исследовал? Сколько этих деталек? Нытики, понятно, пришли и ушли. Все, ничего не дают, все плохо. А вот я как прикинул так на глаз, я всего лишь ролик один записал, да? Блин, 200 деталей, мне кажется, дают. Если зачистишь фулл локацию, 2 сотки. Плюс-минус, да? От 150 до 200, и это шикарно, это очень много. И при этом всем, ребят, не рекомендую ремонтировать эти ворота, да, в первую очередь. Ну, это очевидно. Ворота на второй, на третий день игры где-то ремонтируем. Если ты с провиантом, ты за сегодня все сделаешь. Но не торопитесь. У кого есть возможность, да, там, с донатом, не торопитесь, успеем, ёл-палы. Надо же в кайф это все безобразие делать. А если быстро хавать, то обожрешься и облюешься, ёл. И будут неприятные ощущения. Аноним, тебе спасибо огромное за поддержку, за донат. Вот, завтра, ребят, просто врывается новичок в это событие. А Олд врывается прямо сейчас. А вот послезавтра там уже будет подробный гайд по этому событию, да. Хотя, мне кажется, вот эта система информации от разработчиков, она просто изумительная. Реально. Привет Генезису, папа, давай, ёп. Сейчас просто вот с ВСС тебе полный жбан, блин. Топи, мужчина, топи.
Отправляйся на окраину, ищи буровы. Ребята, как аренда происходит? Вот кто еще не собрал вездеход, напишите просто в чат, как вообще аренда происходит. Очень интересный момент. Так, а что такое? Че? Почему ютуба нет в общем чате? Угу. Сейчас, ребят, буквально 5 сек. Мне нужно в общем чате видеть YouTube. Я перезагружу быстро шипчат свой. Ну вот, обнова шикарная. Вообще. Там вот эти возмущения, там, а где болото, где не болото. Ёп, ну будут они, куда они денутся с подводной лодки. Просто не в это обновление. Вот и вся история. А в это обновление новая механика с котейками и, соответственно, начали обкатывать мы, значит, систему вездехода. Ну, модификации непостоянные и куча другого негатива. Ёп, не нравится, не играй. Но олды знают. Все эти тюрель, не тюрель, они все появятся в крафте, ребята. Все появится в крафте. Просто при следующих, ёп, обновлениях. Блин, я прям материться хочу. Вот здесь появится в гараже. Либо новый гараж будем строить под этого, значит, вездехода. Все появится в крафте. Точно так же, как мы неизведанные территории исследовали. Один в один система. То есть вы знаете, и я знаю. Поэтому что балаболить-то в пустоту? Мы как из неизведанные территории обкатывали улучшение чоппера. Вот так же и с вездеходом сейчас разрабы повторяют этот ход конем. Поэтому не надо переживать. И котейки, ребят, между делом. Вот сейчас котейки достать. Тут и за донат. Отлично. Кто не знает, кто нубло, значит, я вам объясняю. Кто нуб, красавчик, не возмущается, тот нуб. А кто возмущается, тот нубло. Ну так вот, для всех нубов. Вот этих вот щенков не существовало. Совсем недавно, это новая фишечка. Как и ротвейлеров, их просто получить было невозможно. Одного дают там, ёп, и все. И за донат. Дальше их начали добавлять туда, в наградах. То же самое будет с котиками. Не бегите вперед паровоза. Наберитесь терпения, играйте, кайфуйте. А разработчики свое дело знают, и все будет добавлено в большей мере, но спустя время. Ну а если ты хочешь быть впереди планеты всей, ну тогда вот сюда заходи и будешь номер 1. Да, вообще без проблем. И что, и это тоже логично, это абсолютно нормально лично для меня. Вот. Так, все, перезагрузили. А где найти еще один манеж и домик для прокачки? В смысле? Что-то вы усложняете Зайдинов плей. Ребят, вот манеж, вот кошачий домик. Зачем вам еще один? Строим их, а дальше покупаем вот здесь апгрейды и прокачиваем. А вот он. Схема кошачьего домика. Ты явно меня не смотришь. Зайдинов плей, да? Кто меня смотрит, тот уже подробный гайд видел по котейкам и знает абсолютно все об этих, значит, пушистых друзьях блохастых. Я в гайде показал абсолютно все. И да, приятное дополнение от разработчиков, ребят. Они думали, а потом подумали, нафиг мы мозги будем выносить людям, да? Давай мы сразу ее все рецепт. А почему? Блин, не понимаешь? Нет. Ребят, ну между делом, все рецепты уже есть, я уже в гайдике показал. Смотрите, что, нету рецептов. А у меня у новичка какой-то баг я словил. Да, вот стопудово. Был какой-то баг. Я вот снимал в гайде, бамса, у меня все рецепты открыты. Я думаю, вы что, гоните, что ли? Я их не готовил. Я приготовил первый раз вместе с вами в ролике, да? Вот они, рецептики, ребят. Да, соответственно. А это сильно надо? Нет. Но опять же, ты торопыга, ты живодристик. Ну тогда бери и крафти. Ты не живодристик? Ну тогда спокойно. Расслабься, ёп, кайфуй. 4 дня и котик вырастет. Еще отвечаю на один фантастический вопрос, очевидный. А почему один котик пошел в исследование на 3 дня, а другой на 4? А все просто, вы посмотрите, какого грейда у вас котик.
Чем он мощнее и мощнее несет тебе награду, тем он дольше гуляет, ёп. Все, блин, все просто. Так, что, поехали, да, ребят, поехали. Опять, блин, у меня YouTube не показывается в общем чате, это отвратительно. Наверное, уже написали, да, ребят? Сколько аренда-то стоит? Сколько стоит аренда, ребят? Вездехода. Это то вот, что я не видел. Очень интересно. За 80 плоскогуб сдают аренду вездехода. Ты чё, серьезно? Нифига себе. Тебя просто привозят, и механик выдает вездеход за 80 деталей на весь ивент. Ага, вон как, да? Ну, если на весь ивент, тогда все классно. А если не на сутки арендуешь за 80, тогда не все классно, но даже так приемлемо. Ну вот, да, не собрали вездеход, всего лишь с вашего кармана минус 80 деталей. Ребят, повторюсь, я примерно думаю, что здесь за сутки ты собираешь без перезагрузки 150-200 деталей. Откуда? А я сейчас покажу, откуда ее. Просто есть те, кто считают, что здесь там 40 деталек фармится. Ребят, вы ошибаетесь. Реально. Вы ошибаетесь. А то, что в начале в ящике лежит, а это просто подарок. Да, конечно. Подарок, еще один подгон от разработчиков. Так не будет каждый день, даже не надейтесь. А вот, я сегодня бегал у себя по почте, нету котейки. Зато есть волшебный подарок. Хей-хей! С днем рождения, Last Day! Разработчиков, конечно же. Кто хочет, ребят, поздравляйте. Может, ребята услышат, будет приятно. Вот. И чего? Ну и вот такой подарок. А почему я его назвал интригующе, что это один из лучших за все время? Потому что дали коробку с котенком, ребят. Учитывая, как их сейчас доставать в игре, как? Практически нереально. Забрали за ивент вот этих двух котов, вот этого получили, и все. Дальше только донат и ждать новых обнов. Я считаю, это шикарный подарок. Осетр, не осетр, детали, плакат, все нафиг. Это все фигня, коробка с котенком. Вот поэтому я и сказал, что классный подарок. В сравнении с другими этот прям выделяется. Вот. Ребят, между делом, хочу заметить, разработчики наконец-таки осмелились. Хай-левелы, блин, я вас поздравляю. Они сделали то, от чего они не делали 9 лет. Они сделали ивент с продолжением банкета для топов. Вы понимаете? Но при этом умудрились, исхитрились и дали зеленый свет всем новичкам. Поэтому новичок, который считает, что аренда за 80 деталей это много, я так тебе скажу, новичок. Этот ивент, тебя вообще на него впускать не должны были. Хоть заобижайся, хоть заотписывайся, ради бога. Надо иметь понимание. Игре уже 9 лет. Есть топы, которые стали топы 4-3 года назад. И топы хотят продолжения. Вот сюда хотят топы. Вот сюда хотят топы. Но ты, новичок, не можешь сюда попасть, ёп. Потому что ты новичок. Ты пройди тот путь, который мы прошли. У тебя дофига контента. Ни одной выживалки больше такой нет, чтобы столько контента было. Разве что, может, Grimsoul чуть-чуть приблизились к этому. Не чуть-чуть, а очень даже хорошо. Но там другая стилистика. И DOS тоже другая игра. Last Day номер 1. И для новичка есть играть. Вообще, играй, не переиграй. Иди, доходи, собирай и будешь. И вот, наконец-таки, разработчики сделали не ярмарку, условно говоря, какую-то, куда первый уровень сразу заходит. Ёп, он вообще не знает, куда нажимать, а он уже наравне с тобой и со мной, с хаями бегает. Это не прикольно. А мы все ждем, когда же будет прогресс. Вот он, прогресс, ребят, это классно. Поэтому, ребята, новички, вообще это, тут даже говорить, ёп, не о чем. Что у вас там что-то не устраивает, вас впустили сюда, вы вообще не должны были быть на этом мероприятии. На этом мероприятии только избранные, те, кто вездеход собрали. Понимаете? А шутки от разработчиков на Хэллоуин, не помните? Он так и не собрал вездеход.
Почему? Ну потому что вездеход не собирают нубы и те, кто залетные. Так, пришел, чуть поиграл и убежал назад в стендов, в PUBG, там, в Rust, в Clash Royale, еще куда-то. Это тот собирает, кому реально понравилась игра, и он в ней все уже залип, да? Ну, разрабы вообще, я поэтому сразу сказал, нифига гениально как. Ёб, давай просто временно дадим в аренду его, да, и готово. И поучаствуют все. Поэтому это красавчики вообще. Что человек, не собравший вездеход, вот здесь может со всеми участвовать. И хаям хорошо угодили, что прогресс прет, да? Потихоньку, но прет прогресс, дальше развитие игры. Что там, ну то есть дальше, понимаете, да, катер, вначале чоппер, потом катер, вездеход, дальше там вертолет, самолет, и космос, прогресс пошел дальше, двинулся. И при этом, чтобы все участвовали, и новичков вот так впускают. И чё? Предположу, что в последующем такие еще будут моменты и ходы. Даже если ты нуб, тебя впустят. Вот таким же образом, да? За билет, за входной заплати. И пошла жара. И это великолепно, ребят. Так, в общем, я не буду сильно там вдаваться в подробности. Повторюсь, завтра будет врываться новичок, да? И чё? Ну и вот. Завтра новичок у нас ворвется. А сейчас мы фигачим. Я просто скажу свои рекомендации, ребят. Вот это не покупаем. Ремонтируем исключительно за вот это. А лебедку сразу не покупаем. Ну, можно купить сразу лебедку, если ты прям реально будешь все исследовать красиво. Но точно не вскрывай лебедкой ящики. Какие? Которых просто тьма тьмущая на болотах. Лебедку тратим только исключительно в... Куда? Я сейчас покажу, ребят. Куда бы я на вашем месте тратил лебедку? Почему? Блин, по всему, ребят. А что вот это, ёб, тут за... Что ты тут делаешь? Бред такой вообще. Сейчас покажу, ребят. Блин, ну да, YouTube не подключается. Зараза. Придется здесь смотреть. Так, здесь у меня ВК. Ёб, 3 разные чата. Какая жесть. Смотрите, ребят. Значит, лебедка 60 стоит, пулемет вообще, все, пулемет вообще забудьте, Леночка. Чисто поугарать, попозже там можно взять, да, но на первых порах ни в коем случае. Покупаем таран, покупаем гусеницы. Если будете все-таки лебедку покупать, ребят, сейчас, вот как я буду делать, да, если все-таки ты решишься покупать лебедочку, тогда только на... локациях, где альфа, бета, гамма, да? Ну, то есть. Так, мне еще 50 надо, да? То есть, сейчас покажу. 30, 40, 50. Ёп, ну и вот это давайте тоже берем, да? Ремонтировать, чтобы там и все такое. Либо вообще, повторюсь, да, не покупайте пока лебедку. Пока не прогрейдите все 3 вышки в тяжелую зачистку. Опять же, если ты новичок и тебя сюда впустили в это событие, да ты радуйся вообще любой фигне, тебя здесь быть не должно, я повторюсь. Ну реально, ну логически подумай, не надо на меня обижаться. Я вот видел, кто-то там из новичков уже писал, ну сложное это событие. Ну конечно сложное, оно, ёб, для топов, кто собрал вездеход. Но при этом радуйся любой ерунде, которую ты поднимешь, потому что ты несуществующий в этой области игрок. Просто вот так разрабы красиво сделали и впустили. Поэтому что бы ты тут не поднял, это вообще бриллиант. Че, ну к примеру здесь шестеренки поднимаются как это, я не знаю, как винтики, болтики. Просто. Они тут везде валяются. Кстати, а что это у меня там типа что-то я провалил, да? Что, гоняешь что ли? Вот, ребят, турель точно не покупаем. Попозже, попозже. Я изначально на новичке собрал все шишки и уже с выводом говорю. То есть я все закупил. Ай, красиво как пошел. А потом такой, йо, нифига себе, как это все ломается, ёб. Молниеносно быстро. Какая грязь. Так, окей, корректируем свои движения.
Вот. Я на новичке, это завтра выйдет ролик. Я поехал, и лебедка у меня вообще сломалась махом. И вот тут я уже осознал, что ей, если и вскрывать, то исключительно места. Вот эти ящики не вскрываем вот справа, да. Их очень тут много. Чтобы все ящики вскрыть на этой локации, ребят, боюсь даже предположить, сколько надо. Сколько? Наверное, 3 лебедки, 4, может 5 лебедок. Надо, чтобы один раз зачистить всю локацию. А что дают? Дают очень хорошо бензин. Есть шестеренки. Бензом вообще просто затаришься. Вот со всех щелей переть с тебя бензин будет. И чё? А это надо? Мне кажется, без этого переживем, да? Без бензинчика. Самое важное — вскрывать всякие важные, уникальные моменты под лебедку. Вот в уникальных моментах всякая уже дичь. Что я имею в виду важным, куда тратить лебедку? Вот здесь тратим лебедку, да? Бета, гамма, дельта, зета, ёп. В общем, везде, где буровые. Вот там уже вскрываем лебедочкой, да? Так, по-хорошему. Если сможете, опять же. Если не сможете, ничего страшного, ребят. Так, а я монтировку взял-то вообще? Я не помню. Блин, ребят, у меня сейчас с чатом косяк, реально. Все, я как смогу отвечать, так смогу. Представляете, обычно вот чат объединен, да, 2 чата воедино. А сейчас просто, ёб, 3 разные чата. Это такой отстой вообще. Я вывожу в первую очередь YouTube, Рутуб. Потому что больше всего нас именно на этих площадках, да? Сейчас буквально 5 сек, ребят. А то как-то стример не отвечает вообще на чат. Это ж полное говно. А что сложного? Да я не знаю, что сложного, блин. Я вот новичка развивать начинал когда, да? Я рад был, что я вообще умудрился попасть там на ярмарку, на охотничий инстинкт. А я что-то в этом охотничьем инстинкте сделал. Ну, что-то сделал. Топ награды, конечно, не забрал. Даже средний уровень, ёп, я не набрал. Помните? У меня не были открыты ни острова, ни ледяной регион. И чё, какая черт разница? Я ж поучаствовал. Награду какую-то получил. Все, что возмущаться. Но есть такие, которым надо все на блюде. Не. Это игра про другое, короче. Ты поиграй для начала, раскачайся, и тогда тебе все будет на блюде. А если ты нубло пришел, ёп, вчера начал играть, ну извини. Тебе в бункер Альфа-то еще ходить нельзя, а тебя на болото пускают. Вот, ребят. Чё? Монтировки. Да? Обязалово. И, собственно, вот ценные штуки-дрюки. Опять же, очень большой рандом. Одному выпало совсем круто, другому выпало чё попало, да? Здесь как бы без вариантов. Ну, лайфхак вы уже знаете, да? Прежде чем апгрейдить, ты забери все. Че, серьезно? Я подогнал слишком... Блин, ребят, посмотрите, дичь. Да? Слишком близко подогнал. Прежде чем апгрейдить на следующий уровень, сделай зачистку предыдущую. И что? И тогда, получается, у тебя обновляется зачистка, и получается на одну больше, да? При модификациях, значит. Это, блин, это маленький лайфхак, но прикольный. Опять же, если у тебя нет провианта, ты играешь без доната, это прям огонь. Реально. Такой вопрос. Если я сегодня гарпуном вскрыл контейнеры, они при откате остаются открытыми? Ребят, вот смотрите. Первый день началось событие, а вы вопросы задаете уже будущего. Я думаю, они не будут открыты. Просто Макс. Вот ты зачистил локацию. Как у тебя откат происходит? На локации 2 черепа, 3 черепа. На ярмарке этой. Ну как вот у тебя происходит откат? В бункере Альфа как у тебя происходит откат? Почему эти ящики должны быть закрыты? Объясни мне. Почему эти ящики-то закрыты будут? Ёп, я понять не могу логики вообще. Ничего не будет открыто. Локация обновляется, и обновляется она ее полностью.
Это не потому, что я играл на альфе. Я на альфе только чисто ролик снял и убежал. Я в этом уверен просто. Что все ящики, все на свете тут откатится, ребят. Блин. Вы думаете, это единоразовая акция вскрыл этот волшебный ящик? Между делом, ребят, ящики, которые лебедкой открываются. Ёп, такое говно. Почему они не должны откатываться? Там прям обосраться бриллиантовая награда. Да говно, ёп. Реально говно. Блин. В завтрашнем ролике, ребят, я буду показывать, я за своего персонажа даже не хочу ни одного вскрывать. Ну, то есть, если ты там нуб, новичок, у тебя там бензина 0, тогда есть резон, потому что там бенз, я же уже сказал. Но вот когда ты уже большая, Маша все умеет, не смей тратить эту лебедку на эти ящики. Там, блин, ну реально, там акцент идет на бензик. Вот куда тратим. Вот сейчас я трачу туда, куда надо. Открываем вот эти вот уникальные места на 3 буровых. И чё? Вот. Либо вообще не покупай лебедку. Второй вариант шикарный. Вначале все апгрейдим, прокачиваем, а потом уже эту лебедочку. Без нее прекрасно жили и проживем. А где брать вот эти детальки? Повторюсь, надо делать зачистку этого болота. Полную. А оно большое, оно огроменное. Точно такие же локации, как у Чоппера. Просто обосраться, какая огромная. И чё? Блин, я хотел, ребят, чтобы мы с вами вместе на стриме посчитали абсолютно все вот эти детали, да? То есть ничего не тратить. И вот прям зачистка. Ну, я думаю, успеем еще. Успеем. Следак, здорово. Спайк, я уже сказал тебе спасибо. Еще раз тебе огромное спасибо за поддержку, за донат, который вчера еще. Зайди на вплей. Ну ты явно мой гайдик с котиками не смотрел. Потому что твои вопросы вот говорят о том, что ты нифига не смотрел. Ну ладно, чё. Огонь ивент, Василий? Да, Василий, я считаю огонь ивент. Очень классно и интересно. На голову выше, чем с Чоппером. Почему? Потому что вот эта вот бандура, которую ты ведешь, она прям ощущается, что она бандура. И это приятное ощущение. Очень классно. Ребята, по поводу, значит, бета-гамма. Давайте я быстро. Хотя я это, конечно, обещал в каждом ролике. Не злитесь те, кто слышит повторно информацию. Вы понимаете просто, вот очень много подписчиков, они переспрашивают одно и то же. В течение уже 9 лет канала. Это не новые подписчики. Ну что поделать, вот так невнимательно смотрят. Поэтому, ребят, не злитесь. По поводу бета-гамма. Они открыты сразу, и чистить, зачищать надо сразу, в первый день. Для этого не надо вот эти обоссанные ворота собирать, ребят, повторюсь. Эти ворота просто ваше удобство. Это для удобства. Это не надо вот не смейте сюда вот эту штуку вкидывать. Эту штуку сразу только в модификации и в апгрейд, соответственно, этих добытчиков. Вот это говно просто для мебели, ёлы-палы. Ну, для удобства. То есть мы соберем эти ворота? Конечно, соберем. Кто-то соберет в первый день, кто-то в 5-й. Я спокойно их соберу, не знаю, завтра уже соберу. Да? А может и нет. Может и на 3-й, на 4-й день. Но гамма и бета доступны сразу. Настолько доступно, что это надо делать. Надо зачищать их, ёлы-палы. Вот кто-то пишет просто, можно туда проехать по краю карты. По какому краю карты? По дороге, ёб, едешь и проезжаешь. Сейчас проедем. По какому краю карты-то? Ребят, вы чего, блин? Едем спокойно по дороге и проезжаем. Не знаю, зачем выдумывать какую-то ерунду на ровном месте. Не, кто хочет, катайтесь там по краю, не по краю. Я там, где надо, я не ищу какие-то непонятные пути сомнительные. Вот. Stop it.
Нашел баг, зомби застревают в вездеходе, убить нельзя, только после перезахода помогает. Важно, что после перезахода помогает. Баги они есть, что там думать, ребят. Когда разработчики осмеливаются на что-то новое, на какие-то новые механики, блин, и дай бог, чтобы так продолжалось бесконечно, да? А как иначе? Нас не удивить сменой нового уровня. Нам нужны новые механики и дальше, и дальше, и дальше. Но новая механика предполагает баги. Почему? Потому что был вот такой огроменный код, а они взяли и новую механику вклинили. И чё? И эта механика влияет сюда, 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 на тысячи разных фиговин. Они взяли и нашли 995. Опять не нашли. И вот эти 5 штучек-дрючек, они забагованные. Все просто, да? Как происходит этот процесс? Очень сложно, блин. Поэтому, когда добавляют новые механики, как вот сейчас выдирание ворот, автоматическая тюрель, которая работает сама по себе, сшибание, то, что раньше не сшибалось в игре Last Day, типа деревья, блин, это великолепно. Вообще просто. 5 из 5, красавчики, что они это вообще делают. Вот, ребят, по поводу каймановой фермы. Уже кто-то писал, ее можно забрать. Я честно скажу, я ее не хочу забирать. Почему вы хотите забрать каймановую ферму? Да, это прикольно, это в будущем облегчение, да, значит, вашего выживания. Но так по факту, вот котиков надо забрать, вот этого и вот этого. Каймановая ферма и вот этот вот экстрактор. Я тебя умоляю. А если у тебя вездеход не собран, тогда опять же на первом месте котики. Посмотри путь развития новичка. Ты соберешь и без этого ивента вездеход. Но если тебе хватит, тогда забери вот это и вот это. Ни в коем случае не 20 рагу. Это заберут топы, это заберут те, кто с донатом играют. Ни в коем случае не каких-то там осетров там или еще что-то. Я уже показал, как это может добывать любой игрок. Легко и просто. Ну как любой? Ты вчера начал играть, ты 2 недели назад начал играть, чоппер только собрал. Ты вообще ничего не можешь. Ты можешь только на чоппере кататься, проходить вот эту штуку, радоваться игре и дальше развиваться. Я говорю о тех, кто уже чуть-чуть поиграли. Вот они это все легко добывают. И чё? Вот награда, вот награда. Не собрал вездеход, еще трансмиссия. Ну никак не каймановая ферма, блин, и экстрактор серы. Вот эти награды вообще не берем. Опять же, а если ты вездеход не собрал? Вот аккумулятор. Да ну нафиг. Не, забирай котят вначале. Все остальное для вездехода и так добывается и без этого волшебного события. Но это чисто мое мнение, а дальше каждый уже будет беситься, как он сам хочет, да? Модификации на ближний бой оружия мужчина падают на старой ферме. Ребят, повторюсь, я постараюсь побольше отвечать на комменты, олды. Присоединяйтесь, если у новичков банальные вопросы, не банальные, да? Следак, спасибо тебе. Видар, спасибо тебе в очередной раз за поддержку, за донат. Привет, зачистил всю локу, вскрыл все ящики. Я согласен, Видар. Я одну лебедку просрал и на альфе поиграл. Нафиг не надо тратить лебедку на это говно. И офнуться с локации не получится. Загружает на тот же момент, где был. Ага, ну это прикольно. Если бы они эту систему везде сделали, я был бы только за. О чем речь? Речь о том, что вот ты бежишь, 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 тебя зомби зажали, выходишь в логаут и все, и ты красавчик. А надо как? А надо выходишь ты из игры, заходишь, и не на глобальной карте ты оказываешься, а в том же месте, откуда ты убегал. Чтобы тебя все-таки догнали и прибили ее. Почему? Потому что ты обосрался, значит обтекай. В моменте игры ты проиграл. Это, да, это читерство. Я не знаю, лайфхак. Как хочешь называй. И так правильно. А вот по поводу лебедки, Видар, вот я об этом сейчас говорю, да, что ее лучше, конечно, на эти ящики не тратить. Опять же, ребят, лучше всего, когда вы своими ручками делаете, проверяете, своими глазками видите. Поэтому сделай это.
Потрать ты эту одну лебедку, 2, 3, 10. Убедись сам в том, что мы тебя не обманываем. И будет счастье. Очень быстро ломается лебедочка. Ей аккуратненько надо пользоваться. По поводу, значит, гусениц. Вы видите, да? Гусениц хватает прям вообще хорошо. Таран. Тарана нифига не хватает хорошо. Его лучше заранее второго покупать. И самый главный-то прикол в этом всем. Чё? Нам изначально надо очень много этих деталей, чтобы прокачивать добытчики, ребята. Вы понимаете? Поэтому, в принципе, можно и на таране сэкономить. Только гусеницы покупать. В принципе, почему нет? Так, ну что, отправляемся, да? Дальше. Реально, ребят, я пытаюсь вспомнить ее, не могу. Чё там надо будет для апгрейдов, блин? Вот сюда вносить вот эти штуки. Я бы не стал. Вообще никуда их не тратим. Прокачка, значит, этих добытчиков руды. Прежде всего, до 3-го грейда, да? Потом уже, значит, внос очков получения. Потом уже, значит, добавляем лебедочку эту. Как-то так. Сейчас посмотрим, насколько нам лебедки хватит. А как вот по исследованию-то болот? Вот видите, я опять по той же дороге еду. Если вы хотите выгребать фул, да, вот эти детали, а нам надо фул, надо чуть-чуть кататься, ребят. Потому что чемоданы вот эти вот, для них не нужна лебедка. И нам нужны они все. Плюс, посмотрите сверху. Изучение болот, найти интересные места. Вот эти интересные места, в них лежит реально много деталей. Реально много. И это надо, ну как минимум надо 3, значит, добытчика, 3 буровых обкатывать. И 3 эти интересных места. То есть можете не изучать вот прям из-за вот этих, да, ящиков обычных. Но вот, которые я перечислил, это прям надо обязательно забирать, ребят. 3 буровые и 3 интересные места, да, называется интересные места. Ну так вот, я вместе с вами сейчас пытаюсь даже какой-то путь придумать, да, как я буду исследовать. Вот неплохо. То есть приехали, забрали, да, потом вот эти ящики по этой стороне. Вот так сейчас мы огибаем карту. Так. И что дальше? Дальше сейчас вместе и посмотрим, что дальше будет. Стрим лагает? Нет, стрим не лагает, это у тебя интернет лагает. Когда лагает, тогда я говорю сразу. Сейчас будут лаги, ребят. Пока пропуск кадра 0 и все отлично. Вот здесь, честно, не помню. Опа, ребят, смотрите, не зря, да, ехал. Шикарно. Ёпта, почему ты так делаешь, а? Блинчики. Жалко, знаете что, ребят? Жалко у пчелки. Кстати, да, ребят, чуть-чуть задержался стрим. Пытался осу с балкона выгнуть. И что, не получилось. Она залезла глубоко между коробками. От игрушек мелкого коробки и залезла куда-то туда. Я ее как только не пытался выбить. Прям залезла. А рукой залазить что-то как-то очково, блин. Да? Ну, конечно, я не повелитель ее пчел. Блин. И чё? Да, мне предстоит после стрима ее еще выгонять. Так, лебедкой, да, ребят? Я вот сейчас постараюсь, конечно. Ну, вы поняли, да? Как? Ну, как-то оптимизировать, что ли, да? Вот что-то типа того. Очень много ящиков. Это вообще просто грязь. Новички могут фармить ясень. Ребят, ясень вообще не всрался. Ну, могут. Зачем? Деревенский туалет, что ли, поставить? Ребят, я очень хитро приехал к точке интереса. То, о чем я вот только что говорил, да? Вот эти точки интереса, их минимум 3 штуки. Танк, вот эта штука и еще одна там будет. А может даже 4. Локацию можно лутать без вездехода на способности кувырок. Блин, ну это ты молодец, это забавно, но я не вижу смысла. Зачем, ёп?
Извращаться так. Извращаться каждый будет по-своему, как захочет, ребят. Я не спорю. Не, это чисто вот просто какой-то стёб, я не знаю, дикий. А почему? Зачем не кататься на вездеходе? Видите, да, ребят? Точка интереса 9 штук дали. Это капец, это много. И это еще не все. И вот точки интереса, они все такие. Опять же, ребят, следующий день еще не настал. Он завтра, блин, наступит. Сегодня это сегодня. А локации откатываются завтра. Но я не помню, у меня есть провиант. Если есть, мы перезагрузим на стриме, да? Вот, кто там паниковал, что дают очень мало вот этих деталей. Повторюсь, их примерно 150-200 на этой локации. Примерно. Если ты сделаешь full облуд. Без выдергивания лебедкой всех ящиков на болотах. В ящиках, которые мы лебедкой выдергиваем, нету этих деталей. Значит, это капец просто. Лишние затраты. Не надо нам это. Блин. Так, чё. Как-то это, да, систематизировать, ёб, в голове, ребят. Как? 8 буду исследовать. Ну, в моем понимании я 8 рисую. То есть теперь надо вернуться к первому изначальному, откуда стартанули. Так. По пути лутая ящики, потому что я по этой стороне не ехал, да. Я вот так вот по краю карты как бы. И от него едем уже ко второму добытчику. Опять же, по пути все лутая, да, все красиво, как надо. Маньяк, выход в логаут иногда работает, иногда нет. Так, ну чисто ради теста, ребят, но мне кажется, я не пропустил ящики обычные. Да, вот она, эта локация. И чё? Я стопудово пропустил где-то вот здесь ящики. А может и нет. Видели, да, развилка, дорога была. Таран ломается, соответственно. Ага. Ну вот она, развилочка, да. И все, и мы поехали к следующей буровой. Поэтому, если вы считаете, что вы нашли какое-то читерство, что вы приехали к следующей буровой, ребята, в этом вся задумка. Это не читерство, это нормально. Мы катаемся по всем буровым сразу, по всем. Не по одной лишь альфа. Только заправлять жесть, неправда. По поводу бензина, честно скажу, неправда. Ну, я считаю, это фигня полная. Он бензина действительно расходует очень мало, вот так я считаю. Я из дома ехал на нем, без лайфхаков. Из дома я 75 бенза потратил. То есть я сейчас потратил, доехал до Альфы, вернулся на базу, поехал опять к Альфе и уже к Бета уехал. Ребят, за все время вот бензин. И чё? Ну это капец. Лебедку в минималке покупайте. Вот я сейчас на стриме показываю просто инструкцию к исполнению, если вам что-то непонятно. Лебедку покупаем, но ящики не вскрываем, повторюсь. А что вскрываем? Вскрываем все, что находится вот на этих замечательных, значит, буровых. Потому что на них есть запчасти эти. На них редкие виды ресурсов. Вот почему. А в этих ящиках, которые среди болот, ни черта, ёб, нет. Ну там, ребят, там есть там бензин, очень много бензина, повторюсь. Если ты всю локацию вскроешь, да, вот Видар у нас уже вскрыл. Блин, бензина, наверное, штук 60-80 получишь за фулл локу. То есть резон даже в этом идиотизме. Для новичков, которых впустили в это событие, допустим, да, а у них еще ничего толком-то и не собрано. Почему нет? Ну, то есть у всех интерес один, там, пройти события, а у тебя будет интерес совсем другой. Это нормально. Включая набрать бензина с этого события, да? Вот тогда вскрывай эти ящики, которые тут по болотам тусуются. Но я тебя призываю этого не делать. Есть кое-что по цене бензина. Алком, здорово.
3 буровые, ребята. И первая веселей второй в 2 раза. А вторая веселей, значит, а третья веселей второй в 2 раза. И первой в 3, в 4 ее в 10. Ну, то есть первая это easy, вторая буровая, вот мы на второй сейчас, это normal, третья это hard. Система вот этой градации, ребят, это, блин, такая вообще примитивщина, и это так классно. Если придумать что-то, то это будет капец, да? Это единицам понравится. Ну вот, к примеру, да? Вот мы играем в игру, у нас есть стандартная кнопочка, вот. Стрельнул, сожрал, крестик ее бегать, дополнительные обилочки. Вы представьте убрать вот это все. Вот убрать все эти кнопки. И чё? И по наитию ее. Да? Повороты телефона, там, как в самолете, или еще что-нибудь. Это дичь. Это отпугнет ее. Поэтому это классика. И вот градации вот эти. Первый уровень easy, второй normal, третий hard. Блин, когда там первый Diablo вышел? Ёп, это миллион лет уже этой классики. Поэтому и чё? И все подвержено этой градации в нашем любимом Last Day. И Grimsoul, и Westland, и все остальные вообще игры, какие только можно придумать. Есть люди, которые делают экспериментальные штуки. Выживание обезьян на ПК игра. Знаете такую? Капец вообще. Все совсем по-другому. Нету стандартов этих. Я в восторге просто, ёб. До сих пор эту игру помню и никогда не забуду. Но вы понимаете, что? Кэш на этом не делается. Потому что она понравилась многим, но не миллионам, не сотням миллионов. Потому что это не классика. Это уже что-то, какие-то новаторства, какие-то эксперименты. Разработчикам, которые подобные вещи делают, ёб, низкий поклон, ребят. Что вы рискуете, блин, всем ради вот чего-то новое совсем, прям фундаментальное. Но это капец. Те, кто этого не делают, я понимаю вас, ребята. Будь я на вашем месте, я бы тоже пошел уже протоптанной дорожкой. Велосипед бы не изобретал. Почему? Ну ничего себе. Что за казино ставки? А вдруг не прокатит? И чё? И все? Приплыли? Ну, что-то типа того. Это что такое? Это небольшой автоп, ребят, пока я делал зачистку этого заведения. А да, кстати, по поводу кувырка-то, красавчик. Ребят, кувырок смело берем на эти болота. Почему я это в гайде не показал? Ну ладно, это к делу не относится, но явно поможет вам более комфортно, да, делать зачистку болот. Кувырок решает и разрешивает. Смотрим по бензину, ребят. Я в плюс ушел уже. Перемотайте стрим. И я еще уйду дальше. Поэтому не кататься на вездеходе, но зато кувыряться. А это надо? Я не понимаю зачем. Теперь стена, теперь стена. Серьезно, да? Ах ты, блин, зараза, а что ты меня туда не впустил-то? Ладно, обойдем, не обломаемся. Смотрите, ребят, маленький лайфхак, но уже есть. Блин, и чё? С этой стороны кожиеды будут упираться и тупить. Только потом, со временем, вот сюда они будут обходить. Реально. Он очень, зараза, большой. Очень. У меня есть хоть огнестрелы? И чё, этим надо пользоваться. А рейды? Блин, давайте, вот только обнова вышла, ребят, понимаете? И мы как вот на Новый год ребенок подарок распаковывает. Ну, опять же, кто фанаты игры, кому она нравится. Кто там залетный, ты никогда не поймешь этого кайфа. Найди свою игру, чтобы действительно кайфовать от любой обновы в своей любимой игре. А от хорошей обновы, так тем более. Как вот это в данный момент. Вот. И чё? Блин, не торопимся. Потихонечку, чтобы подарок не порвать, ёп. Да? Играем события, а дальше будет дальше. Экспериментация и вся остальная ерунда. Но да, на рейде эта штука перегородит так, что ее вообще не продохнуть, не пернуть. Если только разрабы не сделают как-нибудь грубо, что они там перелазят через него. Кстати, ребят, да? Передайте привет разработчикам. Разработчики, привет! Сделайте анимацию. Ребят, я понимаю, это сложно.
Я реально понимаю, насколько это сложно сделать анимацию, что кожееды перелазят. И все, чтобы не было никаких чоппер-стен. О, блядочки. И можно будет придумать эту анимацию и еще где-то потом использовать, и еще. Игорь, кстати, посоветую, что лучше делать? Упор АТВ или стол сборки дрона и его моды? Колбаска. Вездеход собирается легче. Он легче собирается. Поэтому собери вездеход, а потом уже стол дрона. Ты смотришь вообще развитие этого новичка? Стол дрона это просто обосраться, блин. Ничего себе. Алком, поздравляю мамуль твою. Здоровье самое главное. Я уверен, что она сыном своим гордится. Ты красавчик, что, да? Вот. Что ты такой, какой ты есть. Ну, а матушке прежде всего здоровье, естественно. Что же еще? А все остальное, да, уже есть. Почему? Ну, потому что, когда родители видят, значит, как их дети взрослеются, становятся взрослыми, и у них, блин, ну все, они состоялись, да? Мужчина или женщина, мальчик, девочка, без разницы. Это лучший подарок родителям. Что все, они спокойны. Они спокойны, что да, вот у нас получилось человека создать и воспитать, а не там какая-то проблема ходячая. Вот. Поэтому самое главное здоровье, конечно, матушки Алком. Нормально отметить вам, отпраздновать. На рейд нельзя ездить на вездеходе. Как это нельзя, ёб, если можно? Может быть, на арендованном нельзя, конечно. А как ты хотел? Тебе в аренду дали каршеринг. А ты чё, монстр трак на нем будешь устраивать? Не, свою покупай и делай с ней что хочешь. Блин. Мне кажется, можно. А зачем на вездеходе ездить? А чтобы сделать чоппер-стену, кожееды проходить не могли. Макс, вот смотри. На вездеходе в данный момент 4 места. 4 места, так? Безусловно, в чоппере 10. Но если ты не сделаешь чоппер-стену, многие рейды, ты просто не облутаешь порядка 15-20 ящиков. А если перегородишь кожеедиком вход, ты сможешь подводить громилу и лутать хоть 1000 ящиков. Я это показывал неоднократно. Поэтому это очень крутая механика. Тут вообще даже не думай, это очень крутая механика. Это читерство, я вообще не спорю. Но. Харди, почему ты удалил сурвивалку? Ты гонишь, что ли? Кто ее удалял? Что ты несешь такое? Медомент, не неси глупости вообще. Ты придумываешь. Почему я сегодня за своего персонажа? Ну, почему вот ты играешь за своего персонажа? Вот поэтому я играю за своего. Ребята, о чем речь вообще? А бездонатная сурвивалка, это как бы, да, ответ всем троллям про донатные помойки был. Плюс поддержка новичков на канале. Плюс, чтобы новые игроки увидели, да, и подписались, и увидели, что вот тебе наглядно показывают, а не просто ля-ля-ля-ля-ля. Вот. То есть такая, да, штука. Ребят, обратите внимание. Вначале делаем зачистку, как я сделал. Я мог сразу прогрейдить и сделать зачистку, понимаете, да? Но тогда я просрал бы зачистку легкого. А так я ее сделал, а теперь улучшаю. Видите, да? Лимит. Улучшить. Бамс! Скинулся лимит. И я опять могу еще одну сделать зачистку. Но я, естественно, не буду делать зачистку первой. Я сделаю сразу вторую. Лайфхак? Лайфхак. Еще какой. Медомент, я больше не буду тебе отвечать. Ну тебя нафиг. А кто вообще такое ляпнул? Ты себе что-то в голове придумал, что я что-то там удалил. Блин. Смотрите, красиво сейчас обходят. Ребят, вот реально у меня получалось, они застревали и не обходили. А сейчас обходят засранцы. Умные, блин. Это уже второй уровень сложности, да? А можно ли в ближнем бою? Блин, ребят, это капец. Можно, ну прям, ну совсем чуть-чуть.
Прям буквально делаешь пару ударов, и ты уже... Все, и тебя уже нагибают. Вот что-то типа того. Можно ближним боем, но очень сложно. Кстати, а что я ёб-дрон-то не запускаю? Давайте, да? Верный друг. Верный друг на болото не ходит, да? Нам когда дальше в следующей обнове глобальной большой, нам изменят, когда болотный регион по новой, да, переработают его. У нас появится робособака. Вот она сможет на болото ходить, ребят. Но это другая обнова. Когда выйдет? У нас вот это вышло только вышло. Давайте радоваться ей, честное слово. Но если интересно, просто мое мнение, хотя это вообще практически пустой звук. Осенью примерно будет переработка болот, робособака и все остальное, что там должно было быть. Привет, Игорь. Смотрю тебя еще до того, как забали. Илюха, привет. Блин, ну это тоже крутая игра. Что там говорить? Я играю в Jurassic, тебя смотрю, Игорь. Клим. Ребят, у меня сейчас очень фигово с чатами. Поэтому на сегодняшней трансляции надеюсь на ваше понимание, и никто не будет обижаться. То есть я еще меньше смогу отвечать. И уже по факту это. Почему? Блин, ну вообще капец. Вот, ребят, вы видели, да? Два раза обновить. Вот он мой лимит. Только я сделал дополнительную зачистку. Что я теперь еще могу сделать? Я еще могу прогрейдить. Так. И еще получить халявную зачистку одну. И потом только использовать вот это обновление. Блин, вот вроде такая ерунда очевидная, но вот кому-то будет не очевидная. Поэтому я делюсь с вами этим лайфхаком. Очень даже, на мой взгляд, крутой. И да, вот эти штучки, ребят, смотрите. Они очень круто стакаются. То есть в инвентаре по 10, да, как у нас было с ивентом на чоппер. Почему я все время говорю чоппер? Аналогия очевидная, это просто ее параллель. Вездеход ввели в игру так же, как был устроен чоппер. И чё? Ну и вот. Значит, мы тестим. Мы тестим с вами, мы тестеры. Да? Тачки такие прикольные. Ёп, я сюда не ездил, ребят. Я не ездил сюда. Блин. Серьезно, да. Так, хорошо, молодец, нормально вылез. Я за новичка сюда не катался. Слушайте, мне казалось, я все за новичка прошерстил. Не, я здесь не был. И чё? Ну, это важно. Вот еще деталечки, да? Василий Покедова. Игорь, какие предметы можно брать для эко-новичок на новое событие? Завтра будет новичок. Last Day без доната-то, да? Сурвивалочка. Ничего, я подробно там показываю. Нифига себе, ребят. Блин, ну это великолепно. Я считаю, это великолепно, ребят. Вместе с вами, как обычно, ищем всякие прикольные штуки на стримах. Смотрите, как хитрожопа. Так. И вот тут мы не поворачиваем вниз, а едем вот сюда. Как это круто. И сразу попадаем к этому, значит, к третьеуровневому зачистке. То есть с первого на третий, да? Блин, вообще. Класс. Блин, ну вроде такая мелочь, ребята, я в восторге. Я не знаю, кто это поддержал. Ребят, огромное спасибо за поддержку, за 200. Я это только первый раз сейчас нашел, ребята. Очень классно. Это еще одна точка интереса, ребят. И еще куча просто этих деталей, да? А вот тут чемодан. И вот смотрите. Оп, кувырок. Блин, почему мне это не доперло-то сразу в голову? А я просто, понимаете, говорю, как ребенок на Новый год подарок получил. Ух, ах, бах, тарабах. И чё? И, блин, что-то отшибает мозги, когда ты такой весь на эмоциях. Очень круто. Блин. Кувырок прям берем, да, поможет. Рио Джуки, здорово. Таран первый раз бесплатно.
Первый раз, да, к сожалению, нельзя выбрать и дают дешевый таран. Можно было бы, я пулемет или лебедку брал, блин. Зачем? Ну так, чтобы было. Ребята, значит, смотрите, котик, да, были игроки, которые возмущались. Вот, игрокам подсуживают. Представляете, вот до сих пор, ёп, есть эти глупые засранцы мелкие. Вот этому персонажу ничего не дали, ёп. Вообще. Ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого. Я получил стандартный подарок. Поэтому, ребят, повторюсь, если вы получили котика на почту, котика, ёп, уже коробку, котейка отдельно, да? Радуйтесь, ребят, ее не всем дали. Подозреваю, что тот, кто вчера заходил в игру, тот получил этого котика. За что? За то, что ты уже прям сразу зашел в игру, а не ждал 21 числа. Что-то типа того. Мне ничего не дали. А какой тебе выпал? Первый. Моему новичку бездонатному 4-й выпал. А кому-то 1-й. Кому-то 2-й, кому-то 3-й. Ну, что поделать. Дареному коню в зубки не смотрят, ребята, а радуются халяве. Так, все красиво, мне кажется, получилось красиво, ничего не упустили, да? Что теперь? Это точка интереса, ребят, это не 3-й этот добытчик. Прикольный ивент. Дзор, я уже на стриме это сказал. Если сильно заморочиться, и вам зашло, у вас есть время, есть провиант, тогда вообще грязь. Чё, обновляем локацию 5 раз и просто за сегодняшний день проходим, блин. Что проходим? Все события проходим. Что я не понял? Куда я приехал? Блин, что, серьезно? Я ее вообще запуталась, ребят. Офигеть, блин. Реально, ёб. То есть, понимаете, я в голове уже край карты себе очертил, а это лишь 2/3 карты. Вот туда вправо и будет продолжение банкета. Влево, точнее, да, сейчас? Офигеть. Не, ивент шикарный, ребят. Очень много можно играть, да. Напомню, значит, берегите свое здоровье. Не надо игнорировать важные вещи в вашей жизни. Игра в последнюю очередь. Это чисто отдохнуть, чисто поугарать. Вначале все остальное, потом играемся, да. Не могу не сказать доброе слово своим подписчикам по поводу этого. А так вообще, конечно, с ума сходим, кто как хочет. Хоть башкой об стену долбись, всем насрать. Единственное, я в этой ситуации тоже тебя призываю. О маме с папой подумай, им не насрать. Не надо головой об стену биться. Голова не жопа, ёлпалы. Уже есть те, кто прошли полностью события. Ребят, я так не буду. Я так не буду. Мне не интересно, мне очень неинтересно, но я так, ёб, делать не буду. Почему? Жизнь хороша, когда пьешь не спеша. У нас не принят этот звук, а у китайцев это значит ты ценитель, ёб. Чего? Чая. Чая, вот так. Серьезно? Да, серьезно. А еще вроде бы там можно в ресторане сидеть и срать. Я бы сказал пердеть, но это срать вообще. Безобразие. Блин. Да не, наверное, не в ресторанах, а в каких-нибудь заведениях там менее элитных, скажем так. Но все равно это дичь. Сидишь просто и серишь. Я вот ребенка недавно научил, ёп, и потом краснел, когда он подошел к девочке и сказал: дерни за палец. Ой, блин, но смешно было. Мне одновременно стыдно было и смешно. Я объясняю, блин, сын, мужчины без комплексов очень привлекают слабый пол. Но это перебор. Так не надо. Так не делай больше. Так только с папой можно играть. Не надо так больше. А что такое? Напряжение снимаешь, да? Вот, то есть в человеке, когда напряжение, ты дергаешь за палец, и выходит напряжение. Ну, логично, да?
Мне кажется, логичная и очень даже прикольная шутка. Но. С девочками так знакомиться не надо, ребят, парни. Блинчики. Почему? Ну, блин, это же вообще жесть. Сразу напугаете, а надо подумать, йоу, что ж потом-то дальше будет? Если так все начинается интересно. Это, судя по всему, у нас... Вот он, ребята, мы приехали. Самый жесткий, третий добытчик. Почему жесткий? Сейчас багажу, ребят, вы в шоке будете. Ну, руда здесь, понятно, самая ценная. Получай. Блин. Здесь под лебедку, ребят, просто тьма тьмущая. Что здесь лебедочкой вскрывается, да? Просто все нафиг. Давайте сразу сделаем зачистку, да? А потом будет потом. Опять же, даже можешь улучшать, не улучшай. Вначале добываем, потом улучшаем. Руда первого уровня, ящик, да? Уже первый уровень всего лишь. Уже 500 очков. Это как третий уровень добытчика буровой установки Альфа. Ну да, здесь уже приколюха, ребят. Здесь есть засранцы такие, здоровые. Вот видите, земля трясется. И чё, блин, парень вообще не смешной. Ну, помогает дронище. Да ты чё, серьезно, что ли? Ты куда ее полетела, чудо? С мальчиками можно? А чё, у пацанов это ненормальная шутка, что ли? Нормальная шутка. Кемперплей. А ты девочка? Или ты пацан? Ну, если ты пацан, короче, у пацанов нормально, у пацанов можно. Почему? Ну, это нас и многое другое нас делает пацанами. Но это нормально, понимаешь, в кругу пацанов. Мальчик, который манерный не поймет, надо научиться понимать. Надо не быть вот таким манерненьким, да? Ну, конечно. Это не культурно. Да насрать вообще. В смысле не культурно? Ты мужчина, ёлы-палы. Ты с дамой должен быть галантен, да? И все такое. А когда... И что? И в тот же момент ты должен быть... Почему? Ну, потому что твоя дама... Ей нужен вот этот обезьян. Потому что ты, помимо всего, еще защитник. И что? Надо совмещать в себе эти два великолепные качества. Вот. Ну и учитывая, значит, эти приколюхи, я считаю это абсолютно нормально. Да, это тупой юмор. И что с того? Вообще насрать. Говорит о многом, если ты нормально относишься к таким вещам. Как относиться к тупому юмору? Вообще никак. Просто никак. Блин, а как ёб тебя выдернуть-то? Ребят, поехали, распаковываем, да? Ах ты, блин, зараза. Надо выезжать. Ладно, разворачиваемся. Дай берсерку тебя ударить. Ребята, фишка в том, что ему на нас насрать. Берсерку на вас плевать. Он идет чисто бить цель. Что-то я не понял. Так, ну давайте попробуем отсюда, что ли. Вы видите, ребят? В чем прикол? Кто-то вскрывал эту волшебную дверь? C4. Ну, это хорошо. Это вообще великолепно, да? Все, что-то я смотрю такой кварантин-зон. Что-то я помню, блин. Что за фигня, блин? А вон что, сишка. Блинчики. Реально. Блин. Кто там говорил, что непопулярная Сигма-бой? Я вот, значит, на балконе стою и слышу, как дети в садике орут: Сигма-бой, Сигма-бой. Вон мелкий с улицы пришел и орет: Сигма-бой, Сигма-бой. Кто говорил, что это уже не тренд? Ну, может, для кого-то не тренд, а вот для них вообще очень даже тренд. Нифига себе.
Вот она моя взрывчаточка. Точно, вспомнил, где видел эту карантин. Зимняя локация, да? Осенняя локация, точнее. Там взрыв есть под С4. Не знаю, ребят, меня берсерк не бил. Сквозь меня проходил и другие зомби. Реально, просто мимо вас проходит. Ну, вообще так, по факту, у них цель, да? Вот, а вот тут лебедочка, да, ребят? Получается, 2 лебедки вот на этой локации, на этом 3-м уровне. И сишечка, да? Ну, все получается, чё? Сколько за раз можно ящиков сдать? Безлимитно. Сколько найдешь, все сдашь. Неправильный вопрос. Сколько добывать можно руды в день? Ребят, я считаю, очень много. Без провианта. Это самая-самая-самая главная приколюха. Ребят. Вот это я сейчас что включил? Это я вот этот чемодан распаковал только что. Вот видите, упала вот эта штука. И разблокировала вот этот чемодан. Вот, ребята. Я считаю, добывать дофига есть что. Было бы время, чтобы это все делать. Каждый погрузчик в день по 2 раза плюс. Пока ты их апгрейдишь, я показал лайфхак, да? Будет еще больше, чем 2 раза. И что в итоге? В итоге ее попсеришься, ты это все лутать. Вот что в итоге. То есть очень-очень-очень долго. Реально. Сейчас. Сейчас, 5 сек, ребят. Так, а что такое? Я ее не зацепился, да? Так, вот теперь зацепился. Вот, ребята, сколько за раз можно ящиков ложить? Бесконечно. Блин. Бесконечно. А вот добытчики не работают бесконечно. Добытчики перезагружаемые, да. 2. Если, блин, я не ошибаюсь, 3 раза каждый добытчик, ребят. Почему? 1 раз добываешь, и потом 2 раза перезагружаешь. Значит, 3 раза, так? 3 добытчика, 3 раза. 9 раз тебе надо стоять против толпы. Мне кажется, это очень, ёб, много. Тут цена вопроса. А ты вывезешь вообще? Ну, вывезешь, молодец. Но суть в том, что... А ты сможешь обеспечить-то батл? 9 батлов каждый день. То есть тут вот о чем надо задуматься. Разработчики дают возможность. Задрачивай, пока не обсеришься. Ну, блин, это еще надо сумудриться, ребят. И по времени, да, опять же, и на мой взгляд, это очень круто. Потому что есть такие события, как ярмарка. И чё, блин, ну реально 10 минуток в день и готово, да? И прям вот хотелось чего-то такого мощного, жесткого, чтобы прям вот подольше, короче, играть. И вот нам его дали, это событие, ребят. Реально, это вот единицы игроков смогут каждый день делать все, что здесь надо делать. Вот смотрите, сколько мы уже фармим, значит, эту локацию. Чё? Не удалось загрузить данные. Чё, дурак, что ли? Чё? Да это Рутуб вообще с ума сходит. Вот. Тут уже, да, сколько всего делать-то. Медомен, слушай, блин, я вот сейчас одно сообщение удалю твое, а дальше я тебе мут кину до конца стрима. Почему? Да, блин, слушай, ты вот это вот мне вообще, да? Уже приходил тут один. Был у нас один. Летал. Мы его на бочку порохом посадили. Пущай полетает. Знаешь такое? Монтировку дали. Да вы что, серьезно? Да неужели, блин?
Я думал, не дадут. Все, да мне совсем недавно требовалась монтировка, и я прям вот не знал, где же это. Куда же деваться, где же ее взять. Так, ладно, у меня есть преимущество, я раскачанный игрок, и я могу игнорировать всякие... Еще один чемодан, ребят, смотрите. В ряд просто, двоечка, да? Так, конец, блин, конец карты, это прям вот, знаете, я спокойно такой, слава богу, ёб, конец карты. Потому что, ну реально, карта огроменная, и все забрать, прям надо еще потрудиться, ребят. Легко не будет, блин. В смысле, прям вот быстро. За весь ивент 1100 валюты можно только забрать. Экстрактор 2К стоит. Ферма каймановая 800. Никита, отличная информация. Ну, каймановую ферму можно забрать? Я думаю, экстрактор вообще в последнюю очередь кого-то интересует. Или есть такие игроки, которым вот прям обосрись, но нужен этот экстрактор. Ребят, между делом. Экстрактор это будущее. Это очевидно. Когда будет переработан болотный регион, сера будет актуальна. Тут даже думать, ёб, нечего. Как-то так. Блин, очень мало на ВК отвечаю, очень много на... мало на Рутубе успеваю отвечать, да? Зашел на второй акт, дают подарки. Мне дали плакат «Механик». Топовый дробовик, коробку с котиком. Ну, отлично, это всем дали этот подарок. Я именно про этот подарок и говорил, ребята. Именно про этот подарок я вам говорил 2 недели назад, что его дадут. Всем абсолютно. И классный подарок. А вот котика, которого дали новичку. Ребят, ну конечно. Я знаю, что это такое. Знаете, кому дали? Всем, у кого уже был кошачий домик. Им дали, получается, по 2 котика. Один котик 4 уровня у них сразу жил в будке. И второго на халяву дали. Поэтому обращаюсь лично к тебе, мужчина. Ёб, ты такой жмот. Кто мне оставил комментарий под роликом? Надеюсь, ты меня услышишь. Ой, почему тебе 4 дали, а мне 1? У тебя еще один 4 живет в домике вообще-то. Мужчина. Да? Ребят, это вот так разработчики, значит, я считаю, сделали очень правильно. Смотрите. Были кланы в кооп режиме, которые получили Кошкин дом давным-давно. И их таким образом отблагодарили. Один кот в доме. Один кот улетел на почту, потому что дом надо еще прогрейдить, чтобы был 2 кот. Я считаю, это правильно. Те, кто считают, что-то как-то мало, ну, ребят, я вам скажу, вот тут уже, да, я вам скажу, это вообще-то не вам решать, мало это или нет. А я считаю, очень даже нормально. Учитывая, как достаются, ёп, эти котики. Они достаются, их просто фиг достанешь. А вы получили за то, что ваш клан когда-то 1-е место занял. Не только Кошкин дом вы получили вообще. Вы получили 1000 золота и кучу провианта. Поэтому не жалуйтесь, господа. Вот кому дали, точно. И того, 3 кота прям со старта. Все правильно, да. Шкода. Все правильно. Получается, у этих ребят 3 кота прям со старта. Один в подарке и 2 из-за того, что они были первые, да, их клан был. Я считаю, это нормально. Тот, кто считает, что это несправедливо, участвуйте в кооп режимах и поймете, что это более чем справедливо. Молодцы, блин, чё? Я еще думал, а как выделят пацанов, которые все-таки старались и 1-е место смогли взять, да? Блин, наш клан бы тоже занял. Я просто слабо играл. У нас все играли круто. Рио Джуки и все остальные ребята, все классно играли, блин. Но я слабо играл. Я пока смонтирую, пока запишу, допишу. И в результате бэк-бэк-бэк день прошел, блин. А результат так себе. Ребят, я не понял, я все места разве не нашел еще? А где танк? А где танк? Неужели танк снизу? Поначалу был контроль, а потом контроль потерялся. Реально, поначалу вроде получалось хорошо. Как чтобы вот
точно, нормально вылезать. Не пытайтесь припарковаться, чтобы сбоку вылезти. Носиком заходим, да, и тогда вы по любасу, неважно в какую сторону ты слезешь, да, ты по любасу до берега тебе чуть-чуть. Либо на берег вылезешь. Доп. Подарок для тех, кто первый в коп был. Да, бравирка. Вот, я об этом и говорю. Но мне кажется, это справедливо. Очень даже. Вот. А если эти люди, повторюсь, считают, что слишком маленький подарок, нет, ребята. Вы вообще-то получали еще провиант и золото. Вы не только Кошкин дом за первое место получали. А еще кучу моря эмоций. Так, я что-то как... Ёп, я так не ездил, ребят, честное слово. Не ездил, нет, за новичка я так не катался. О, хорошо прям. Ребят, обратите внимание, ёлы-палы, мы полтора... Блин, ну не полтора, допустим. Мы больше часа катаемся, одну зачистку делаем. По сравнению с чопером, да? Чик-чик-чик, проскочил быстро, тут забил, там насрать и поехал. А тут сделали настолько вот прям, что тебе каждая нужна ерундовина. Тебе все надо исследовать. Блин, ну, мне кажется, капец. Ну, блин, красавчики. То есть сделали вывод с чопером и чук-чук-чук подкорректировали вездеход. Обосраться просто. Когда это все успевать играть? А, это нереально вообще. Это нереально. Поэтому просто выбираем, да, и делаем столько, сколько успеем. Не играем просто в удовольствие, вот без фанатизма. Сколько успеем, столько успеем. Потому что, ну, очень-очень большие локации. Блин, я танк пропустил, он, походу, в самом низу, да? Между делом, ребят, если гусеницы заломаешь, это капец. Вообще просто финиш. Еле ехать будет. Реально. А что за задание найти неизвестные места? Я прямо сейчас выполняю это самое задание. В чем его суть? Суть в том, чтобы найти неизвестные места. То есть все точки интересов. В точках интересов дают очень много запчастей. То есть прям реально под 20-ку сыпают. В каждой точке интереса. Точка интереса здесь 3 или даже 4, да, как я уже вот сейчас вот начинаю понимать. Что их даже больше, чем 3. Ай ты ёп, ну зачем, блин? Обновил новую локацию за провиант. Лока откатилась, а таймер не сбросился. Ты считаешь, что бака? Я считаю, что, ну, наверное, так и должно быть. Ребят, кто за провиантик откатывал? Ну, лока откатилась, вот эти все зачистки. Ну и все, вперед из песни. Вы не понимаете, что делает откат, ребят? Повторюсь. Ящиков можно в день с рудой бесконечно отдавать. Бесконечно. Важно, что добывать ты бесконечно не можешь. А откатываешь ты добычу. Игорь, привет. Обновление, огонь. Хорошего стрима. Восьмерка, привет. Блин, мне приятно, когда вот реально по достоинству оценивают работу людей. Обнова действительно огонь. Просто реально вот у нас неизведанные территории были. Прям вообще класс. А это то же самое, только еще круче, еще на голову выше. Потому что механика прям, ты прям чувствуешь, ты едешь на этом вездеходе, ты чувствуешь его вот эту вот громоздкость, вот это все, блин, очень круто. То есть, да, я вот чисто про новую механику, и то, что вообще они ее добавили, ёп. Это же, чтобы он не летал, это же сколько надо было сделать, блин, чтобы не это... Шаг проехал, бак, шаг проехал, бак. Так, ребята, ну чё, я танк пропустил. Кто мне напомнит, где танк? В самом низу, правильно? Правильно, ребят, в самом низу танк упустил, да? Но это уже очевидно, что я точку интереса одну упустил.
Цветаева, привет. Приятно, что не мне одному понравилась обнова. Ребята, почему комменты не оставляете под роликами? А я захожу сегодня под ролик. 6 комментариев, 3 негатива, 3 нормальных. И чё? Ну, как обычно. Ага, за донат там. Ну и всякая такая фигня. То есть позитива не видим, только негатив. И чё? Ну, я считаю это сразу автоматом предвзятое мнение. Почему? Ну, а как? Такая грязь, блин, добавляется. И еще и металл, ёб. И грязь, и металл одновременно. А человек видит только плохое. Ну, то вообще. И чё? Да, они просто так прикалываются. Да, пускай прикалываются. Я таких приколов не понимаю. То есть они прикалываются тем, что они вечно в депрессии, ёб. Бедолаги, блин. Что ж с ними будет, когда они повзрослеют? Страшно даже подумать. Бедные, блин. Так, ребята, где танк? Удивительно. Я был вот там, куда я еду. А танка нету. Ребят, 2 ящика еще допом, да, только что облутал. Блин, ну танк где-то внизу. Внизу влево вроде бы. Армедиц, не знаю, как успею, как получится. Ты понимаешь, что? Вот в прошлый раз, значит, присылали карты, да, ребят? Огромное спасибо всем, кто прислал карты. Ничего, и у меня просрались они все абсолютно. Поделились папки, где они были, а я уже начал, исходя из ваших карт. Вот он танк, ребят. А я уже начал, исходя из ваших карт, рисовать карты этих новых территорий. И чё, ёп, все просрал, реально. Удалились папки, я вообще в шоке был. Столько картиночек, заставочек. Ой, бля. Сейчас я жду, ребят, если у вас будет желание, да, рисуйте карту. И постараемся вместе нарисовать примерную карту вот этих территорий. Побыстрее, скажем так. Но я уверен, в интернете уже полно кто этим занялся, кто уже нарисовал, да, потому что мне, когда присылали, не все рисовали. Многие брали, взаимствовали, да, нежно у кого-то. Мне без разницы, у кого вы позаимствуете, ребят, главное, чтобы была. Вот. Поэтому, кто захочет, кто сможет, да, заморочиться, присылайте мне в телеге, ребят. Ничего. А я ее уже подкорректирую, красиво дорисую, да. И выложу. И можно будет пользоваться. Ребят, вот эта точка интереса самая простая. Как двигаешься к воротам гамма. Вот из ворот выезжаешь, и сразу эта точка интереса, да? Вот просто показываю, что вот это ворота. Все. Ребят, сломались. Кто? Гусеницы, отвратительно. Привет, обнова прикольная, согласен, но времени убьет. Времени убьет вообще просто обосраться. Я повторюсь, ребят, 1:40 стрима прошло. Мы вот только закончили исследовать 1 раз. Ой-ой-ой-ой, какая дикость, блин. Кстати, у 3-й буровой вышки в комнате можно активировать генератор. Что он дает? Падает бочка. Ситворд, спасибо тебе за поддержку, за донат. Падает бочка и, значит, открывает просто дополнительный еще ящичек. Ну чё, это отвратительно. Чё, без гусениц-то, ёп. Без гусениц, ребят. Сейчас покажу, что это такое без гусениц. Причем вот уже, да, уже, значит, есть у нас информация, Видар писал, что ты выйдешь логаут из игры и зайдешь не на глобале. А кто-то написал, что бывает на глобале оказываешься. В общем, ребят, если вы будете не на глобале, могу вам подсказать такой лайфхак. Вам надо обязательно принудительно выключить игру. Если вы кэш почистите, вы точно должны быть на глобале. Это, скажем так, болезнь всех мобильных игр, да? Что есть такие хитрожопые штуки. Знаете, там с переводом часов, это чтобы время. Чистка кэша и многие другие, да, приколюхи. А мне и не нужны. Не, мне не нужны. Я надеюсь, разработчики рано или поздно все пресекут возможные лазейки. Почему? Это повышает качество мобильных игр.
Так, блин, нифига себе, ребят, я просто в шоке. Вместе с вами зачищаем. Ёп, еще дома не были. Блин, только закончили зачистку. Да это же дикость какая она огроменная, зараза. И чё, блин, как-то классно, а? И в тот же момент стрёмно. Это же, сколько надо, да? Игорь, привет, обновление, огонь, хорошего стрима. Что-то задублировалось сообщение, да? 8, спасибо тебе огромное. Я не знаю, за первый донат, за второй, что-то повторно орет. Ну да, что-то это задублировалось. Шикарная обнова вообще. Я согласен. На 200%. Так, ребят, но при этом обратите внимание, мне кажется, я не упустил ни один ящик. Так, это понятно, куда дорога ведет. А нам что надо сейчас? Нам надо, значит, как красиво теперь приехать к финалу. И вот тут мы воспользуемся лайфхаком, который мы нашли, да? Сокращение это пути. Вот машинки, ребят. Вроде оно, да? Оно же. Вот мы должны туда ехать, мы туда не едем. Мы едем вот сюда. Да-да-да, оно. Запомните, ребят, эти 3 машины, да? 2 красные, 3 красные и еще Хаммер. И что, прикольное сокращение. Но, вот что происходит, если у тебя нет гусениц. За первый, вот второй. Спасибо тебе огромное, 8. Остап, что ты, блин, что это за реклама какая-то у тебя, а? Какого-то чата. Я тебе сейчас забаню. Остап 1, 2, 3. Да? Ага. Давай-ка я тебе прям сразу удалю, чтоб ты понял, что в следующий раз будет уже это контрольный в голову. Сколько с момента добавления вездехода прошло времени? 6 лет? Не знаю, не считал, много. Я тебе больше скажу. А кто вообще ждал, что вездеход будет кататься? Никто не ждал, что вездеход будет кататься, мужчина. Понимаешь, что? Остап, просто остановись. И не надо эту тему объяснять, что-то мне сейчас и наваливать. Вот. Я не ждала, что он начнет кататься. И еще миллионы игроков тоже не ждали. Он не должен был кататься. Была нормальная механика. Зашел, идет загрузка, и по глобальной карте ты едешь. Но разработчики взяли и пошли дальше. Поэтому я понимаю, к чему ты клонишь по поводу 6 лет. Но я тебя сразу просто останавливаю. До этого вообще, ёб, не должно было быть. Никто изначально не планировал на нем кататься. Это просто вот решили пацаны. А чё, давай, мы же можем. А если мы можем, почему бы не сделать? И сделали. И это очень круто. Я считаю, это очень круто. Да, игра нифига не мобильная. Все играют на ПК, уж если говорить по 120 жизней и лаги, это... Блин, ну, ребята, мобилочка на ней нужна, да, очень хорошая. Что уж там говорить. У меня вот, значит, 3 раза ремонтировал телефон, 3 раза мелкий ронял. И чё, все, ёп, мозги настолько свихнулись у телефона. У меня даже вообще не запускается, ёп, Last Day, представляете? Как, вот так вот. Раньше запускался, я играл, все классно. А теперь просто запускается и вылетает. И достаточно быстро. Почему? Не хватает оперативной памяти или чего, фиг знает. Телефон мощный, просто мозг слишком встряхнули, да, телефону этому. Ждем плавающий катер. Ну, блин, я говорю, да? Ты понимаешь, в чем прикол? И вот ждем плавающий катер, и даже если его добавят, обязательно будут подсиралы, которые будут кричать: ну вот, вертолет опять не добавили. Почему? Ну, туда не считают это смешно, вот эту вот тупость, вот эту вот говорить. Я не знаю, блин. Почему такой есть юмор? Блин, не от большого ума, честное слово. Но они считают это типа, ага, бугага, какой я смешной обосраться. Да ну нафиг. Вот за палец дернуть и пернуть, вот это смешно. А вот это вот говорить про такую ерунду, как какой-то вертолет там, ёп. Блин. Вообще, что, мало игрушек про вертолеты? Найди себе игру-то уже и не мучайся. Бедные, мне их жалко, кто вертолет этот ждет. Почему? Ну, блин, ну как?
Ну найди уже игру, где есть вертолет, и летай. И получай от игры удовольствие. Не играй в игру, где не про вертолет. Здесь про челика, про вот этого челика, который выживает в апокалипсисе. Убивает зомби, прокачивает, собирает. Это не о том. А нафига добавили вездеход? А нафига добавили чоппер ездящий? Я уже сказал. Ребята сидели, устраивали мозговой штурм, а потом решили. А давай добавим, мы можем. А если мы можем, почему не сделать? Ну, есть такое понятие, да? Я могу, а если я могу, почему нет-то? Давай я сделаю, блин. Большинство не могут просто. Может и хотят, но не могут. А если мы можем, ну давай сделаем. Все, и взяли и добавили. То есть, блин, ну, то есть это не был план, как мне кажется. Это было как-то спонтанно, вот так вот, чик-чик, и решили, а давай сделаем. Бам, сделали вот такую механику. Классно. Что-то классно. Так, вот, ребят, я о чем бы хотел сказать-то. Это все великолепно, но, да? Иначе мы не двинемся вообще, короче, все фигово будет, блин. Сейчас, ребят, я тут перекидываюсь, да, позакидываюсь. Ничего, и надо понять, что с собой взять. И давайте-ка прокатимся, попробуем еще прогрейдить, а потом в темпе вальса домой, чтобы хоть котейков посмотреть, да? А то вообще на стриме даже не успеем котейков посмотреть. Я в шоке, ребят. Я сейчас время посмотрел, и я просто до сих пор прихожу в себя. Ёп, 1:45 стрима прошло уже. Серьезно, что ли? Это наша вылазка одна на час с копейкой была. Вспомнил сейчас такую вещь, как сектор 7. Блин, какой сектор 7 был классный, а? Не сыпь мне соль на рану. Какой же он был офигенный. Почему, ёп, его убрали, блин? Добавили круче, больше. Ну зачем? Тот сектор 7 был наш челик. Я с большим удовольствием одевал костюм Гобота и бегал по территориям, ребят, честно. Прям действительно я играл в это. Помню, забросил играть, как только он появился. Первый онлайн. Смотрел ролик старый, чтобы остановить хронологию событий. Примерно тогда и вездеход добавили. Блин, я не помню точно, когда добавили вездеход, честное слово. И мне, то есть, мне как бы на такую информацию вообще как бы насрать. Не судите строго, ребят. Почему? Я здесь и сейчас как бы играю, там, я не это. Сколько можно шприцов взять? Не понимаю, каких шприцов. Так, чё, я все взял, ребят. Я не понимаю тебя, каких шприцов. Давайте... Блин, это не мой вездеход. Почему? Ну, некрасивый, мой лучше. Блин. Давайте купим сразу запчасти, да? Ребят, ну вот, смотрите, на ваших глазах, да? Ну вот, сколько у нас? 110. И сколько я еще нашел и потратил уже? Есть 200? Мне кажется, 200 есть. Прям смело, 200 есть. Так, а что еще надо? По поводу, значит, тарана фантастического. Что-то меня жаба душит даже таран сразу покупать, если честно. Да, я прям не хочу, блин. Но, думаю, ребят, надо. Если вы не будете покупать таран, подозреваю, что вы просто будете ломать вездеход со страшной силой. То есть вы будете корпусом таранить, а не вот этой приблудой, да? И чё? Ну и заломаете вы его, блин, в мгновение ока. Но так, по факту, посмотрите. Вот как я прокатился. Во-первых, мне хватило одной лебедки вот этой все вскрыть, то, что самое важное, так? Во-вторых, посмотрите, у меня еще 70 запчастей осталось, ребят. Мне кажется, нормально, да? Вот она инструкция к руководству. Таран, с тараном я пока не понимаю, честно. Возможно, таран брать не надо. Вот деревья мы же сможем также таранить? Конечно, сможем. Без тарана. Таран просто добавляет, как я понимаю, урона. И ты кожеедом больно бьешь, да? Попробуй арендовать еще. Нельзя арендовать еще, ребята. Не разрешают механика игры. Разработчики избегают таких багов совсем глупых. Нельзя взять в аренду. Уже видел я это сообщение. Пулемет на крыше будет? Ольга, конечно будет, когда ты его купишь. Я пока его не покупаю.
Он стоит достаточно дорого, а нам надо вот эти штуки апгрейдить. Так? Опять же, да, ребят, смотрите. Можно сразу грейдить. Ну, естественно, не делаем это. Вначале Я ящики, ёб, не выложил. Вот бестолочь, а. Леточки. Ай, не говори, какой балбес. Привет, Миш 37. Жду твоих видео, как в детстве ждал утиные истории. Блин, я утиные истории тоже ждал. Ну и, конечно, тут жизнь летит, как ураган. А, так это они и есть, да? Ладно, Чип-Чип-Чип-Чип и Дейл к нам спешат. Чип-Чип лучше всех, да? Сыр, ёб. Я также говорю, значит, теперь жир, когда награда хорошая. Вот. Спасибо тебе за поддержку, за донат. Все, блин, контроль потерян. Быстрей! Ай, вы говноеды. А чё я, блин, дрона не вызвал? Я забыл про него. Ребят, ну и ладно, показал сразу шикарную механику. Если вдруг тебе заломают эту штуку, так предполагалось или не так, я не знаю, но сделали так. Как? Не переживай, ничего дополнительно платить не надо. Просто как и в коммуне. Заново играем. Я изначально, если честно, когда тестировал, смотрел, я думал, придется раскошелиться деталями, да, ремонт будет. Нет, ремонт просто бесплатный. То есть его нету ремонта, скажем так. Просто нету ремонта. То есть я не просрал ни попытку, ни перезагрузку, ничего, да, я по новой заряжаю и фигачусь. Мне кажется, это очень классно. Типа Дейл, да, утиные истории. Скрудж Макдак, конечно же, ёп, тоже классные пацаны. Ой, я помню, когда этот там, это утка-робот был. Блин, я его рисовал, вообще везде рисовал. Чё? Ну тогда это было круто, нифига себе робот на моноколесе. Моноколесо, такого слова не было, не существовало. И он ездит, и он такой крутой. Вообще капец. Я его из пластилина лепил, карандашами рисовал. Да что я только не делал. А сейчас детей уже ничем не удивишь. У них уже что только... Ёп, у них вон в 6 лет робототехника, да? У нас мелкий ходит на кружок робототехника. Что делают? Программируют роботов. Вот просто вот ребенок не поймет, а взрослый поймет. В 6 лет. Вы представляете? Они собирают, ёп, из конструктора роботов, которыми управляют дистанционно, через компьютер, задают им задачи, отъедь туда, возьми то, приедь ко мне, сыграй мне музыку, спляши и опять уедь вот туда. Там постой полчаса, час, день и вернись ко мне. Ёп, ребят, я когда просто эту фигню узнал, я думаю, ёп, это в 6 годиков они такое делают, офигеть. Это что за монстры вырастут? В хорошем смысле. Не, без вот этого. Просто в хорошем смысле. Блин, мне кажется, это очень круто. Реально. Ладно, пока мне телефон на зарядку надо. Остап Покедова. Мы друг друга не поняли. Бывает. Iron Root, привет, только что пришел. Стоит ли C4 тратить на ворота? Я считаю, стоит. Я считаю, все стоит тратить ради этого события, потому что это первый раз, это временное событие. И чё? Второго раза не будет. Ну, будет, но не скоро. Блин. Поэтому все, что есть, тратим. Все до последней капельки. Блин, ребят, на удивление, да, я вот сейчас понимаю, что мы даже котиков с вами не посмотрим на стриме. Ничего, да и пофигу. Да? С лайфхаком, думаю, разобрались. Да, вот они, 2 перезагрузки. Смерть была, ничего не изменилось. Оп, улучшить. И опять могу делать зачистку. И чё? Ну, пока апгрейдишь погрузчики, то есть первый день, условно говоря, да, ты прям вот много наберешь ее, этой руды. Руды вкидывать можно бесконечно ящиков. А вот фарм ограничен. Но руды кидай, сколько влезет. Вот. Утиные истории, конечно. Чип и Дейл, да. Еще Мишки Гамми я смотрел. Нормальные медведи. И, значит, недавно смотрел сериал про этого. 3-й лишний про медведя. И он рассказывает. А ты знал, что Мишки Гамми там под грибами были? Блин. Всех такая грязь, ёп.
Чё, ну под чем-то они были, поэтому и скакали как ненормально. Смешной юмор. Смешной. Не все мне, конечно, понятно, но смешно. Да, и мультики. Самое классное было вот это вот ограничитель, вот этот, да. То, что их нельзя было нигде посмотреть, они шли только там на выходные на определенных каналах. Блин, вот это и косяк. То, что сейчас свободно, да, можешь смотреть записи, сколько влезет. И хорошо в тот же момент. Почему? А я уже говорил, почему, ребят. Это как событие было. Вот как вот там с билетиками всей семьей посидеть, там русское лото, просто ради угара позачеркивать, да? Сейчас нету такого. Сейчас ты включаешь запись, смотришь 500 миллионов серий тогда, когда тебе удобно. Я понимаю, это тоже прикольно, но да, вот, ну вы поняли. И еще одну механику сейчас посмотрим, ребят. А что будет с этим ящиком? Я считаю, с ним ничего не будет. То есть вот так его можешь бросать. Локация, когда перезагрузится, он перезагрузится. А до сих пор он будет лежать здесь и ждать тебя спокойно, да? Чудеса. О, да, чудеса на виражах. Кит Ветрогном, блин. Ветрогон. Да, тоже классный, да? Где пацан-то на скейте по воздуху летал, и здоровый медведь-пилот был. Тоже очень крутой. Прям реально, куда ни плюнешь, хит. А вот когда я на Кубе жил, я смотрел Луни Тюнс. Ну, все вот это. Бипи, да, не Бипи, ёп, Тасманский дьявол этот, Бакс Банни. Черный плащ, да, черный плащ это капец. Гусенок, Гога, всех пацанов знаем, ёп. Блин, почему? Блин, ну это классно. Сейчас, конечно, другая тема, да. Сейчас уже у детей идут блогеры, не блогеры, все подряд. Смурфики? Не, ну смурфики это что-то современное. Вот эти синие пацаны, да? Не, я смурфиков не смотрел. Я не помню, чтобы они были вообще. Не, мне кажется, это уже новая фишка. Смурфики. Да, ребят, смурфики новая же тема уже. Да, новая, не было в нашем детстве такого. Че, нам мало синих, что ли, еще в мультиках смотреть на них? Блин, реально. Приключения Джеки Чана. Нет, что-то тоже фигня какая-то. А, это не лайфхак. Когда улучшаешь, на тебя за каждое улучшение дают каждодневную попытку. Не, мне кажется, это лайфхак. То есть, если ты в ряд просто сделаешь 3 улучшения, ты не просрешь и будешь зачищать, и у тебя будет принять без перезагрузки. Ну, блин. Ребят, кто-то может проверить? То есть, вы поняли, да, что? Улучшаешь просто 1, 2, 3, они типа накапливаются. И у тебя не будет повторной зачистки, у тебя они будут скоплены типа. После первой, после второй, после третьей зачистки у тебя тогда только появится, значит, 2 из 2. Что-то мне кажется, нифига. Я не хочу экспериментировать. Никита говорит так же. Да, это так. Ну, круто. А я решил, что это лайфхак. Ладно, и так хорошо. В принципе, да, от перестановки слагаемых сумма не меняется. То есть, можно думать, что это лайфхак, и будет результат такой же, что если и не думать его. Поэтому вообще насрать. Почему многие блогеры ноют, что это худшая обнова в этом году? Слушай, я не знаю, кого ты смотришь. Смотри дальше. Я рекомендую не смотреть депрессичных людей. Почему? Ёп, ты понимаешь, в чем прикол? Тебе хватит говна в этой жизни, поверь мне. Если ты пока еще маленький, как у Христа за пазухой спрятался за маму с папой, все отлично, ты повзрослеешь, ты будешь рваться, а потом будешь рыдать ее, чтобы вернуться назад. Но ты повзрослел. Малый повзрослел, вперед из песней. Поэтому, когда человек заходит в игру, у него находятся средства, деньги, время, просто поиграть, вот,
балду, да, так сказать, погонять. Да это великолепно. Как вообще это, ёб, может напрягать? Поэтому я тебе могу сказать, эти блогеры, они что-то сбились с пути. Либо они очень даже хитрожопые и умные. Они коротким путем решили пойти. Они пытаются до твоего сердца достучаться не как положено, достучаться от души, а коротенькой дорожкой. Через говно, грязь и желтую прессу. Почему? Ну это работает. Ты же сейчас вот мужчина говоришь мне об этом. Работает. В твою башку уже залезли. Ты смотришь какую-то парашу. Как люди ноют на компьютерную ёб мобильную игру. Хотя это уже факт не может тебя напрягать, потому что ёб, это мобильная игра. Ты какого-то черта не работаешь, ничего. Ты играешь, ты понимаешь что? Уже жизнь очень даже неплохо у тебя сложилась, если у тебя есть все эти вещи. Как можно что-то там переживать-то насчет этого? Блин, переживать надо за какие-то серьезные вещи. А из-за компьютерной игры переживать, ну это что такое вообще? Нашел из-за чего переживать, честное слово. Не нравится, удаляй, играй в другую, в какую-то игру. А потом пытаются меня, да, выставлять каким-то там ёб не таким. Я из-за того, что вот на позитиве играю в игры, а не на негативе, как ты. Я ненормальный. Да нет, это они, ёб, все ненормальные, чувак. Ну ты сам подумай, сам ответь себе на этот вопрос. Я тебе объяснил свою позицию. Чё ты, на работе, что ли, когда ты играешь в нее? Нет. Ну и все, чё переживать-то, чё нервничать? У тебя выдалась минутка, есть свободное время, оплаченный интернет, значит, ты играешь в игру, все, ты кайфуешь. А почему такой контент снимают? Повторюсь, не от большого ёб ума, это раз. И два, они очень даже хитрющие, очень даже не глупые. Они пошли короткой дорожкой. Хлеба и зрелищ. Что это значит? Погугли, поищи, найди ответ. И тогда ты поймешь. Да, и естественно бежать надо от подобного. И неважно, это игра Last Day, либо еще что-то. Твоим мозгом пытаются захватить через самую гнусную в тебе и во мне генетическую составляющую. Мы ее все такие. Это работает, блин. Особенно в неокрепших умах, к сожалению. Да ладно, ничего себе, что, реально прям обосрался? Да полные штаны в говне. Ой-ой-ой-ой, звезда обосралась. А это все неправда, но тебе будет интересно, потому что мы так устроены. Вот то же самое и с играми. Обосрать, обхаять, это нормальная тема, хайповая. Да, меня некоторые дети слушают, убегают, создают каналы и делают такое дерьмо. Реально. Я им объясняю, что это полная фигня, а они берут вот... ну если это легкая дорожка, давай, я по ней пойду. Вперед из песней. И удачи тебе в этом пути. Рад, что тема мультика всем зашла. Но не забывайте про Кавабанга. Черепашки-ниндзя, блин, ну каждому свое. Я тоже их смотрел, черепашек-ниндзя. Но не, я не прям фанат. Честно. Мне не очень. Не, я смотрел, все серии смотрел, все супер, классно. Блин, ниндзя прыгают, побеждают Шреддера, да, все классно было. Но не, мне как бы из всех не сравнить с утиными историями, с Черным плащом, Чип и Дейлом, да. Мишки Гамми тоже так, прикольно, да, если нечего смотреть. Так, ну и чё, ребят, и чё? Сделаем еще вот эту вот зачисточку, успеем? Давайте, сейчас будет жарко, да. Кстати, а я ящик я загрузил, да, я что-то это... У нас, блин, обновление, так еще и такая тема классная. Мультики, пультики. Ой-ой-ой, вообще. У меня прям мозг отключается. Добытчики перезаряжаются за 5 чипсов. Когда попытки все потратишь? Ну да, логично. Логично. Это мы все знаем уже. Это все было на стриме уже не один час. Оружие. Что бы нам взять, ребят? Это значит второй уровень сложности, второй погрузчик. Мне кажется, тут достаточно жарко будет, да? Ничего, ну давайте что-нибудь пожестче, но при этом они не промоденные. И дрон, да? Ну, чтобы наверняка, чтобы не обкакаться. И что? И мы сейчас вообще всех порвем. Поехали.
Пока АК вот этот не очень. У него ее глушитель бесполезный. Он только промахов добавляет. Ой, дрона забыл вызвать. Но дрон, ребят, я в дрона верю. Дрон вообще монстр. Насрать на АК, дрон очень много сделает. У него дальность атаки, у него мощь атаки. Ой, это не дрон, а просто волшебник летающий. Так. Вроде только началось, да, уже чуть-чуть прорвались. Смотрите, что. Ну вот, видите, да, что творит дрон. Гасит, ваншотает просто вот этих мелких. Крокодила помог мне загасить. А мне хвостиком. Я бы стоял, ничего не делал, они бы уже грызли, да? Красавчик, ё. Вот падали, это падали, да. Они, видите, что творят? Вот падали какие, а? Блин. Или вот какие падали, оказывается. Вот правильно так, да? Потому что если по-другому, тогда тебя могут неправильно понять. Ударение имеет значение в русском языке. Очень даже, ребят. Кто-то говорит легкий язык. Ага, обосраться легкий. Мне нравятся чуваки, которые учат язык русский, иностранцы. Ну и снимают такие забавные ролики. Что одно и то же слово значит разные вещи. А мы как бы и не отдаем себе уже в этом отчетность, да? Как бы, да ладно, серьезно? Но мы это знаем. Но при этом и думаешь, ёп, попробуй выучи вот эти исключения, да? Их бесконечное множество, этих исключений. Блин, просто обосраться, реально. Все красиво. Ребят, это не 3-й уровень погрузчика. Жестко на 3-м уровне погрузчика. А на этом, ну, нормально, я не скажу, что прям жестко. Огнестрел, безусловно. Повторюсь, мы так много с вами экономим, да? Да ты чё, зараза, блин. Так, ладно. Что-то мешает. Да что ж тебе мешает? Ай, ты вообще. Подколол. Короче, передком, да? Оставляем передок красиво, отъезжаем и все. И вот такой расклад. На сгибах не вылазит из вездехода. Вот сейчас чуть-чуть, да, у нас жопа просела в болото, и я вылез. Но в основном не вылазит, да? Блин, это капец, ребят. Мы 2 часа катались вот просто, да? 1,5 вылазки сделали в болото. Мне кажется, это великолепно вообще. Просто круто. Давайте закончим стрим тогда. Не... А, у меня же еще получается перезагрузки и опять можно зачищать, да? За запчасти. Ага. А запчасти все. Но смотрите, вот первый день, так, то, что я покупал, все зафиксировано на стриме. И чё? И в результате я прогрейдил легкий, средний и тяжелый. Так, уже. Этот, тот. И не хватило, значит, мне на 3-й. То есть на следующий день только. Если есть провиант, ну хотя бы 20-кой, ты можешь хотя бы разик перезагрузить. Блин, это, конечно, круто. Тебе будет все очень, ну, достаточно легко. Блин, куда ехать-то дальше, ребят? Наверное, пониже надо проехать, да? 3-й вот здесь где-то должен быть. Блин, у меня в голове эта карта не умещается по объемам, реально. Это съезд к выходу. Не, вот сюда получается, да, запоминаем. Вот сюда поворот, все правильно. Вот это я еду к 3-му. Гамма, да? Альфа, бета, гамма. Ага, и он достаточно близко, да? Блин, когда привыкнешь к карте, тогда поймешь, все не так сложно. Но так поначалу, конечно, мозг прям плавится. Ты пытаешься охватить этот объем, чтобы ориентироваться, да? И он не обхватывается чуть-чуть. А, ну да, ну да. 40 деталей сложного оружия. Эх, эх, эх. Ну, в общем, ребят, кто-то уже прошел. Я могу понять только блогеров, которые прошел, потому что... Ну и тех, кому ну очень сильно понравилось, и тебя прям не отцепить, и ты прям... Да? А так по факту торопиться, конечно, не надо. Шикарнейшее обновление. Играется в разы интереснее, чем на альфа-тесте, потому что ты прям вовлеченность вот это вот есть, да?
Но то, что оно длинное, правильно подметили, это вообще. То есть событие пока что из всех самое время затратное. Но это такое приятное время, потому что кайфуешь. Реально. Сергей Шмаков, резиновые сапоги так и не потестил. Не посмотрели котиков, ничего страшного, ребят. Были гайды, да, и не один ролик по котикам. Котов разобрали вообще по полной. Огромное спасибо, ребят, всем, кто был у нас сегодня на стриме. Еще раз поздравляю с обновлением всех фанатов игры Last Day. Не фанатов не поздравляю. Вам не понравится. Вот. Почему? Ну, я так просто угораю. Ну и в очередной раз отдельное спасибо, конечно же, нашим модераторам и всем, кто продолжает поддерживать донатами. Огромное спасибо за поддержку. Всем хорошего вечера, ребят. Увидимся в субботу. Думаю, я бы с удовольствием в субботу поиграл за красавчика своего основного. Вот. Ну, наверное, поиграем за новичка, да? До субботы, ребят. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей 2.